21 год назад произошли события, которые послужили точкой в длительном процессе распада Советского Союза. Я имею в виду августовский путч, неудавшееся создание ГКЧП и последующие за ним осенние события, которые привели к подписанию Беловежских соглашений. Но точка невозврата реально уже была пройдена, конечно, весной и летом 1991 года, когда стало ясно, что Союз уже ни в какой форме спасти нельзя. Если рассматривать дальнейшие вехи движения постсоветских стран от дезинтеграции к интеграции, то, конечно, первой такой значимой вехой стал 1994 год, выступление президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева в стенах Московского университета, когда впервые перед представителями российской элиты и журналистами была обозначена концепция практического евразийства. В тот момент, не нужно скрывать этого сейчас, многие представители, в том числе и российской элиты, достаточно скептически отнеслись к предложениям казахстанского лидера. Но время показало, что все-таки выбор был сделан правильно. И те успехи, первые успехи экономической интеграции, которые мы наблюдаем сейчас в рамках единого экономического пространства, это во многом продукт той прорывной идеи, которая прозвучала 18 лет назад в стенах ведущего вуза России. Затем мы видим период определенных неудач, колебаний, связанных с тем, что первый таможенный союз, о котором сейчас многие не вспоминают или предпочитают эксперты не вспоминать, в силу, прежде всего, политических, а не экономических причин оказался не совсем востребованным, не до конца доведенным проектом. Однако затем создается такая влиятельная интеграционная структура, как Евразес, внутри которой идет подготовка к созданию таможенного союза. И вот именно с этого момента, когда Россия, Казахстан и Беларусь подписали документы, основополагающие о формировании ТС, а затем с 1 января 2012 года интеграционный формат перешел в рамки единого экономического пространства, уже можно говорить о том, что идея, высказанная в 1994 году, постепенно обретает практическую реальность. К 2015 году лидеры трех стран заявили о том, что готовы выйти на подписание договора о Евразийском экономическом союзе. Что даст это простым гражданам России, Казахстана и Беларуси? Насколько этот проект является проектом элит, или же это действительно серьезный общественный проект, который имеет поддержку не только в России, Казахстане и Беларуси, но и среди населения тех стран, которые с интересом, с позитивным интересом рассматривают возможность вхождения своих стран в ТС, а в дальнейшем единое экономическое пространство. Я говорю об Украине, о Киргизии, о Таджикистане, а возможно, что круг интереса не ограничивается рамками постсоветского пространства, а выходит за его пределы. Россия наконец-то вступила в Всемирную торговую организацию. И о плюсах и минусах этой организации спорят до сих пор. Мы открываем рынки. Россия открывает свои рынки для Запада. Но это вовсе не значит, что Запад открывает рынки для Российской Федерации и стран евразийского пространства. Объединение позволит что? Объединение позволит нарастить ту промышленность и те производственные мощности, которые есть у стран на евразийском пространстве. А именно, в некоторых странах есть только сырье, в некоторых странах есть более дешевая рабочая сила для сборки, и в некоторых странах есть научная база для того, чтобы те наработки, которые были, их продвигать дальше. То есть интеграция, она позволит создать ту платформу, приближающуюся к 300-миллионной, когда эта платформа сможет достаточно производить, чтобы самим потреблять, это будет рентабельно, и одновременно будет конкурентоспособна на западной площадке. На мой взгляд, сегодняшняя интеграция в значительной степени является восстановлением той интеграции, которая была вот до 1991 года. Вы знаете, тогда, 20 лет назад, 21 год, практически вот в этот день я разговаривал с советником одного из лидеров бывших стран СССР, теперешнего СНГ, который сказал: ну что ты, дорогой, мы политически разводимся, экономика будет общей. Вот тогда некоторым казалось, что экономика будет общей, и она не стала общей. Невозможно полный политический развод при общей экономике, но хозяйственный комплекс-то был общий.
И это создало массу проблем. И сегодня мы эти проблемы компенсируем. Я уверен, что интеграция пойдет дальше, но на сегодняшнем этапе мы пока на этапе компенсации потерь, связанных с жестким разломом единого экономического организма. Теперь по поводу регионов. Региональное сотрудничество шло все эти 20 лет. Да, и это естественно, потому что на уровне межрегиональных связей там плечо короче. Да, там не нужны решения федеральных властей зачастую. Там чаще всего вот губернатор наш с акимом казахским или с главой Белорусской области встречается, решает какие-то вопросы. И таких примеров масса. Их очень много. Свердловск, Челябинск, Новосибирск, Саратов, где идут активнейшие взаимодействия, как по торговым вещам, когда идет некие торговые договоры на местном уровне, так по совместному производству. И так далее, потому что часть какого-то советского производства оказалась на стороне одной страны, часть на другой, производство развалено, его нужно восстановить, потому что люди должны работать. И таких примеров масса, и это нормально. В действительности, во-первых, это необходимо, во-вторых, это дает дополнительную выгоду уже сейчас. Да? Увеличивается число рабочих мест, внешние торговые балансы регионов. Вот боюсь точную цифру, по-моему, это в Челябинске. Там 90% внешнеторгового оборота – это торговля с Казахстаном. Да? Вот если ее не будет, что будет в области? Как они будут работать? Да? И это очень важная вещь. Кроме того, вот эта вот экономическая база, она давно уже перестала быть чисто экономической. Да? Потому что идут контакты культурные, идут контакты общественные. И здесь очень многое. Поскольку, я еще раз повторяю, единый организм, он пока и остался единым. По-другому не получается. И, может быть, слава Богу. Да? Вот Саратовская область, которой я много занимался, я работал в Поволжье. Если бы не было контактов, там есть компактное проживание казахов на саратовской территории и наоборот. И если бы не было этих экономических контактов, в области было бы очень тяжело. Да, поэтому, да, это необходимые условия. Только так эта система может работать, и так она и работать и будет. Причем уровень динамизма, еще раз повторяю, на этом уровне власти, он гораздо выше, чем на федеральном. Но здесь федеральный уровень помогает, создавая условия. Вот новые договора, новые законодательные акты. И в этом направлении, я думаю, на федеральном уровне еще многое можно сделать. Проект евразийской интеграции всегда была сильна, хотя, может быть, недостаточно сильна, не только экономическая, но и идеологическая компонента. Дело в том, что страны не могут пойти в экономическом сближении дальше соглашения о свободной торговле, если они разделены географически и если они не связаны крепко идеологически. Примеры этому и нафта американская, и европейский интеграционный процесс, и АСЕАН в Юго-Восточной Азии. Когда Нурсултан Назарбаев в 1994 году говорил о том, что, скажем так, дружить и объединяться – это лучше и приятнее, чем разъединяться, он, в общем-то, высказывал такой вот свой концептуальный просто взгляд на будущее постсоветского пространства. В силу, скажем так, личных убеждений и, безусловно, своего политического и хозяйственного опыта советских времен, Назарбаев всегда был сторонником объединений. Объединений любых, на любых принципах, в любых, ну, так сказать, более-менее приемлемых географических масштабах. И достаточно перечислить просто проекты, которые активно поддерживал или инициировал Назарбаев. Это, ну, евразийская интеграция, то, что вылилось в Евразес и сейчас в таможенный союз. Это, скажем так, экономический формат интеграции. Есть еще ОДКБ, который всегда поддерживал Казахстан.
это военно-политический формат интеграции. Есть Шанхайская организация сотрудничества. Это такой вот, скажем так, смешанный формат интеграции с выходом за пределы постсоветского пространства с участием Китая. Есть такой вот, скажем, азиатский аналог организации по взаимодействию и сотрудничеству в Европе. Это СВМДА, совещание по взаимодействию миром доверия в Азии. Это процесс, который Казахстану удалось вывести таки на международный уровень, и сейчас председательство уже взяла на себя Турция, что, так сказать, говорит о том, что все это уже международный проект, не чисто казахстанский. И есть еще Тюрксой, это организация тюркоязычных государств. Словом, Назарбаев – это сторонник интеграции в любых форматах и на любых уровнях. Поэтому, когда он говорил о евразийской интеграции, он просто, скажем так, проецировал свои взгляды, свое видение, свое мироощущение на те процессы, которые тогда происходили после распада Советского Союза. Фактически, с точки зрения Назарбаева, как бы ни шла интеграция, как бы ни объединялись страны, быстро или медленно, в одном ли формате или в другом формате, все хором или, так сказать, на разных уровнях с разными скоростями. Его, в принципе, устраивает все. Главное – это общее направление к сближению, а не к распаду.